Привет, друзья! Илон Маск – канадско-американский предприниматель, новатор, инженер-изобретатель, бизнес-магнат. Основатель и глава компании SpaceX и Tesla Motors, соучредитель SolarCity и PayPal. Он лично участвовал в разработке новых технологий в альтернативной энергетике, конструировании экологичных электромобилей и экономичных солнечных электростанций. Долгие годы не умолкают споры о том, кто он на самом деле – шарлатан или гений. Но перед тем, как мы начнем, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и запостите видео в соцсетях. Далее мы расскажем, как живет Илон Маск и сколько зарабатывает создатель Tesla и SpaceX. Родился Илон Маск 28 июня 1971 года в Претории, административной столице Южноафриканской Республики. Мальчик был первым ребенком в семье южноафриканского предпринимателя Эрла Маска и его жены, канадской модели Мэй Маск. Позже у Илона появилась сестра Тоска, ставшая телережиссером, и брат Кимбл, будущий предприниматель и венчурный капиталист. В раннем возрасте Илон был замкнутым мальчиком. Играм с другими детьми он предпочитал чтение книг. По окончании школы Илон и Кимбл перебрались в Канаду к матери, которая вернулась на родину после развода с их отцом. Илон поступил в местный вуз – Королевский университет в Кингстоне. Следующим учебным заведением, в котором отметился парень, стал Пенсильванский университет. Здесь парню удалось окончить бакалавриат факультетов экономики и физики. После получения диплома он отправился в Стэнфордский университет. Здесь, как и водится будущему миллиардеру с нестандартным мышлением, Маск надолго не задержался, так как уже в то время был увлечен собственным делом. В молодости Илон не пользовался большой популярностью у представительниц противоположного пола. Тем не менее, ему удалось очаровать свою сокурсницу. Впервые Маск женился в 2000 году на девушке Жюстин Уилсон, с которой вместе учился в Королевском университете. Позднее Жюстин стала популярной канадской писательницей и родила Илону 6 детей. Первенец скончался в младенческом возрасте, что стало большим ударом для семейной пары. Впоследствии при помощи искусственного оплодотворения появились мальчики-близнецы Ксавьер и Гриффин, а позднее тройняшки Саксон, Дамьен и Кай. С 2008 года супруги решили строить личную жизнь отдельно друг от друга. При этом инженер взял на себя вопрос опеки над своими сыновьями. Для них в Южной Калифорнии он специально отстроил школу Адастра, в которой сегодня занимаются дети сотрудников компании SpaceX. Практически сразу после развода Илона увидели в компании английской актрисы Талулы Райли. В 2010-м Илон и Талула сыграли свадьбу, а в 2012-м разошлись, чтобы вновь пожениться в 2013-м. Повторный брак продлился до 2016 года. По сведениям, просочившимся в прессу, пара не смогла сохранить отношения из-за особенностей характера Маска. Все свое внимание он тратит на работу, порой оставаясь ночевать на предприятиях по 3-4 дня. Вскоре стало известно о новой девушке Маска. Ею стала бывшая жена Джонни Деппа, голливудская актриса Эмбер Хёрд. Илон признался в интервью, что сильно полюбил новую избранницу, но ничего не смог поделать с ее взбалмошным характером. Помешали отношениям также напряженные рабочие графики друг друга. Роман продлился 4 месяца. Новой любовью изобретателя стала певица Клэр Буше, известная как Граймс, заочное знакомство с которой произошло в Твиттере. Девушка, обладающая эксцентричным характером, удачно прокомментировала шутку миллиардера. Завязалась переписка, которая переросла в личное знакомство и роман. В 2020 году появилась новость о беременности Граймс, а в начале мая стало известно, что Илон снова стал отцом. Клэр родила сына, мальчику дали весьма необычное имя – XAsh-A12, что вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Первым проектом Илона становится Zip-2, идея которой пришла Илону и его брату Кимблу во время разговоров в 1996 году. Молодые люди занялись разработками программного обеспечения для новостных компаний. В числе клиентов компании были New York Times и Pulitzer Publishing. Профинансировать работу помогла мать юношей. Мэй вложила в стартап $10 тысяч и каждые 2 месяца устраивала сыновьям проверку, помогала составлять бизнес-планы. Илон не спешил сразу продавать стартап. Он рассчитывал выручить максимально высокую прибыль. Так и произошло. В 1999 году Zip-2 была продана за $308 миллионов, из которых самому Илону досталось $22 миллиона.
Основная часть вырученных денег ушла на финансирование нового проекта, а на оставшиеся Маск приобрел спорткар McLaren F1. После продажи Zip2 Илон запустил проект XCOM. Его партнером выступил Питер Тиль, чья компания занималась похожей разработкой, получившей название PayPal. Предприниматели решили провести слияние, в результате чего Маск практически лишился своего детища. Во время отъезда инженер был заочно уволен советом директоров, а программа получила название PayPal. Тем не менее, оставшиеся у него акции на 11,7% после продажи PayPal крупнейшему в мире интернет-аукциону eBay за $1,5 миллиарда позволили инвестору увеличить свое состояние на $175 миллионов, 100 миллионов из которых были сразу вложены в проект SpaceX, а 70 миллионов – в Tesla Motors. По утверждению родных, любимым чтивом Илона всегда была научная фантастика. Так, в юности он зачитывался трилогией Джона Толкина «Властелин колец» и фантастической сатирой Дугласа Адамса «Путеводитель автостопом по галактике». Это и привело к тому, что в июне 2002 года Маск основал третью по счету компанию SpaceX. Новый проект был посвящен частной разработке ракет-носителей и кораблей для полетов в космос. В 2003 году Маск стал сооснователем компании Tesla, производителя электромобилей и систем хранения электрической энергии. Первую разработку, спорткар Tesla Roadster, специалисты презентовали уже в 2006. За ней последовали другие модели, в том числе оснащенные автопилотами, а Илон Маск заявил о наличии продуманной стратегии развития предприятия, которую он назвал секретным планом. Сегодня основным трендом производства Tesla являются солнечные батареи и другие электронакопительные системы. Электроавтомобили также стали производиться в больших объемах и получили популярность во всех крупных странах. На 2020 год был запланирован массовый выпуск электрического грузовика Tesla Semi, способного проехать на одной зарядке до 800 километров и вести груз до 36 тонн. В 2006 году прошла презентация первой ракеты, разработанной и собранной на заводах SpaceX. Ею стала ракета Falcon 1, получившая свое имя в честь тысячелетнего сокола Хана Соло, космического корабля из «Звездных войн». С помощью Falcon 1 удалось вывести на орбиту космический спутник Малайзии. В декабре 2008 года НАСА подписала с компанией контракт на запуск носителей и космических кораблей SpaceX к Международной космической станции. Сумма контракта составила $1 миллиард 600 миллионов. Это спасло Маска от банкротства, на грани которого он был из-за глобального финансового кризиса 2008. К числу последующих проектов SpaceX относится разработанный компанией скафандр, фото которого Илон выложил в Инстаграме 23 августа 2017 года. Дизайн защитного костюма отсылает к культовым фантастическим лентам вроде «2001», «Космическая Одиссея», «Чужой» и «Звездный путь». Илон Маск не является фактическим основателем компании Tesla, однако именно он стал ее идейным вдохновителем и первым серьезным инвестором – $70 миллионов, вырученные с продажи акций PayPal. После такого щедрого пожертвования на компанию обратили внимание основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж, основатель eBay Джеффри Сколл, а также руководство компаний Toyota и Daimler AG. Уже в 2006 году Илон Маск сделал заявление о продуманной стратегии предприятия, которую он назвал секретным планом. Мужчина уже реализовал большую часть своих задумок. Более чем за десятилетие были созданы первая машина Roadster, более массовая модель Model S, а затем относительно доступная Model 3. В 2016 году была основана новая компания Илона – Neuralink. В краткосрочной перспективе она занялась устройствами для лечения сложных заболеваний головного мозга. Тогда же бизнесмен приобрел компанию Boring Company, которая занимается строительством подземных тоннелей для скоростного передвижения на автомобилях. Ее название шуточное. Слово «boring» переводится одновременно и как «бурильное», и как «скучное». В 2017-м Маск установил в Австралии мощную солнечную батарею, точнее аккумуляторную станцию, которая решила проблемы с энергоснабжением целого штата. Проект был выполнен в кратчайшие сроки. Бизнесмен поспорил с местными властями, что его компания уложится в 100 дней, а в случае проигрыша электричество будет поставляться штату бесплатно. Илон выиграл спор, но СМИ поймали его на хитрости. Строительство станции началось раньше, чем было получено официальное разрешение. Самый яркий предприниматель Кремниевой долины вызывает симпатию и интерес у представителей искусства. Илон Маск стал прототипом Железного человека, которого в одноименном фильме воплотил на экране Роберт Дауни-младший. В 2015 году писателем Эшли Венсом была создана книга «Илон Маск. Tesla, SpaceX и дорога в будущее».
Имя популярного инженера использовал в тексте своей песни российский хип-хоп-исполнитель Гарик Погорелов. В 2018 году Илон Маск выступил за легализацию наркотиков. При записи подкаста Rogan Experience он даже курил марихуану в прямом эфире, что разрешено в Калифорнии, но запрещено в других штатах и странах. Маск признался, что сам употребляет траву, но редко, потому что она плохо влияет на работоспособность. В том же году история жизни предпринимателя стала основой документального фильма «Илон Маск. Настоящий железный человек». Режиссер Соня Андерсон назвала его феноменом нашего времени и собрала информацию о нем у десятков других бизнесменов, ученых, обозревателей, в том числе профессора психологии, чтобы разобраться, как молодой американец из семьи инженеров стал одним из самых влиятельных людей 21 века. В сентябре 2019-го Маск выступил на форуме в Краснодаре. Креативные российские организаторы пригласили его с помощью билборда, установленного у офиса бизнесмена в Калифорнии. Выступление прошло в формате видеоконференции. В 2019-м предприниматель загорелся идеей колонизации Марса и Луны. Компания SpaceX даже продемонстрировала прототип ракеты, которая доставит с Земли первых колонистов. Маск объявил, что первый пилотируемый полет в рамках программы состоится уже в конце 2020 года, но, скорее всего, дебюта стоит ожидать позже. У бизнесмена есть привычка ставить своим подчиненным заведомо нереальные сроки, чтобы держать их в тонусе. Также Маск сделал очередное скандальное заявление. Якобы вывод на орбиту новых спутников позволит ему со временем охватить всю планету бесплатным интернетом. По словам Илона, он планирует создать сеть из 4425 спутников, благодаря которым всемирная паутина станет доступна в самых отдаленных уголках Земли, например, в Антарктиде или пустыне Сахара. Позже эксперты пояснили, что технически это пока нереализуемо. Даже если компания Маска действительно возьмет на себя запуск и обслуживание орбитального оборудования, то для приема сигнала все равно будут нужны довольно громоздкие и недешевые ресиверы. Наконец, 2019-го состояние Маска увеличилось на $2 миллиарда благодаря росту прибыли компании Tesla и составило почти $23 миллиарда. На начало 2020 года Илон занял 21-ю позицию в списке самых богатых людей США. Инженер продолжает заниматься усовершенствованием электрокаров. Он планирует добавить функцию, позволяющую водителю разговаривать с пешеходами, не открывая в машине окна. Согласно данным журнала Forbes, состояние Илона Маска на сегодняшний день оценивается в $22 миллиарда 900 миллионов. За минувший год миллиардер успел потерять $800 миллионов всего за несколько часов, но убыток не сказался на будущем росте доходов. Например, 45 минут понадобится Илону, чтобы заработать на новенькую Tesla. Все изобретения и инновационные технологии Маска и в будущем будут приносить значительные деньги. Банкротство ему пока не грозит. По предположениям аналитиков, доход Илона Маска будет неуклонно расти и к 2030-му может достичь отметки в $70 миллиардов. Зарабатывая грандиозные суммы, Маск обладает возможностью тратить их с не менее грандиозным размахом. По данным Wall Street Journal, за последние 7 лет Илон потратил более $100 миллионов на покупку недвижимости. 6 домов расположены в престижном районе Бель-Эйр в Лос-Анджелесе, один в Северной Калифорнии, вблизи штаб-квартиры Tesla. Имеется ли во владении Маска недвижимость, в которой он проживал ранее, до приобретения перечисленных домов, неизвестно. По предположениям, основное место жительства бизнесмена – особняк в Бель-Эйр. Еще будучи студентом, Илон Маск купил BMW 320i 1978 года выпуска за $1400. Сейчас Илон Маск может купить новую машину по самой заоблачной цене. Вот список автомобилей, которыми владел или владеет миллиардер. Jaguar E. Эту машину Илон Маск сравнил с плохой подругой, из-за которой возникает множество проблем. McLaren F1 стоимостью $1 миллион. Илон разбил ее, когда демонстрировал возможности суперкара соучредителю PayPal. Lotus Esprit за $997 тысяч. Легендарный автомобиль из серии фильмов про Джеймса Бонда. Audi Q7. Маск раскритиковал вместимость автомобиля. Porsche 911 Cabrio. Кабриолет алого цвета. Хаман BMW M5. На суперкаре Маск любит ездить по скоростным автотрассам. Кроме того, в гараже миллиардера есть и машины производства Tesla. Состояние Илона Маска в 2020-м дает ему безграничные возможности для приобретения самых роскошных предметов быта. Но известно, что перемещаться по миру бизнесмен предпочитает на корпоративном самолете Gulfstream G650ER.
Только в 2018-м на перелеты было потрачено почти $100 миллионов. В основном Маск курсирует между главными офисами своих компаний – Tesla в Северной Калифорнии и SpaceX в Лос-Анджелесе. Также Маск сделал благотворительность частью своей жизни. В 2002-м миллиардер совместно с братом основал фонд Musk Foundation. Основная цель фонда – раздача грантов в поддержку исследований в области возобновляемой энергии, космических технологий и образования. Агентство Inside Philanthropy сообщает, что фонд пожертвовал $738 тысяч, в частности 250 тысяч на строительство солнечной электростанции в Японии, пострадавшей от цунами. В 2014-м Маск пожертвовал $1 миллион новому музею науки, посвященному Николе Тесло. Примерно в то же время стал частью благотворительной кампании, основанной Биллом Гейтсом и Уорреном Баффетом – Giving Pledge. Суть ее сводится к филантропической деятельности. Согласно постулату кампании, богатые люди должны пожертвовать большую часть своего состояния, а именно миллиарды долларов, на благотворительные цели. Если вам понравилось наше видео, но вы еще не подписались на нас, то подписывайтесь прямо сейчас и запостите видео в соцсетях. В следующих выпусках будет много интересного. До скорых встреч. Пока.